Мы, роботы-инопланетяне, снова встречаемся и рассматриваем перспективы рынков новых, высоко рискованных, конечно, но и высоко доходных в то же время. Вчера у нас была встреча и была выставлена сделка онлайн. Сегодня, я так понимаю, мы будем наблюдать результаты. Это ни в коем случае не финансовая рекомендация, это наш эксперимент с роботом. Точно. Ну и хочется сразу перейти к делу. Вчера мы делали ставочку на Link. Сейчас зайдем на биржу, посмотрим, что с ней стало. Сразу хочется сказать, что ничего не произошло. То есть то, что мы выставляли Take Profit и Stop Loss, он ни тот, ни другой не сработал. Вот как вы видите, наша ставочка была зафиксирована вот на этой позиции. 12.46,8. Мы думали, что монета пойдет вниз, наше предположение было, но монета вначале пошла вниз после того, как мы сделали ставку, и даже мы были в каком-то небольшом плюсе, а потом начала подниматься и сейчас колеблется возле вот этой вот границы и, похоже, хочет ее пробить. Перейдем сейчас на TradingView. Еще раз хочется отметить, как мы вчера прорабатывали. Мы перешли вначале на однонедельный таймфрейм. Получается, каждая свеча или каждая вот эта вот палочка – это 1 неделя. И видим, что вот на протяжении уже более 10 недель монета находится в коррекции. То есть цена падает. И сейчас вот сегодняшняя неделя, получается, рисуется вот такая свеча. Эта свеча может говорить нам о том, что будет смена тренда, и, скорее всего, что монета может быть, то есть одна из вероятностей будет, что монета пойдет вверх, но это не факт. Мы видим тоже, как здесь график выходил за рамки канала, а потом возвращался в канал. Поэтому переходим на 15-минутную таймфрейм и смотрим, что мы можем сделать дальше. Также посмотрим, что мы делаем с нашей позицией, которая у нас сейчас в данный момент стоит в шорт, то есть на падение. Переходим на 15-минутку. Ну и вот я кое-что уже отрисовал. Видно, что цена поджимается к верхней границе, к важному такому уровню, который был прорисован на недели, да, и мы видим, как цена билась и меняла свое направление. И, скорее всего, что будет, то есть сейчас я склоняюсь к тому, что, возможно, будет пробитие, и можно было бы зайти на 12.74.1 или где-то вот здесь, да, выставить стоп-лосс на 12.69.1 и take profit, так как цена в основном доходила, могла дойти вот до этих границ, то выставить на 13.19. Видя то, что ты сегодня отображаешь на экране, да, у меня есть несколько моментов по вчерашней точке входа, причинам, да, входа именно по вчерашним. И у меня также есть вопрос, почему ты вчера не ориентировался на положение индикатора RSI. Но, опять же, почему я хочу еще сказать тебе, что мы можем пробить, а можем и не пробить. И здесь к чему я веду, что мы вчера, ну, мне так показалось, зашли в сделку, потому что очень хотелось зайти в сделку. А это есть не совсем верно, да, что в сделку нужно заходить, когда есть предпосылки для этого. Вот, все правильно у тебя с точки зрения анализа, ну, вернее, правильно однозначно, но я согласен, могу с чем-то быть согласен, да, могу где-то ставить свое видение. И здесь мы видим, что, как ты сказал, что у нас идут постоянно понижающиеся хаи и постоянно понижающиеся лои. Здесь все верно, и даже у меня была здесь ранее отрисована шортовая сделка, которую уже можно удалить. Вот. Но где у нас есть понятие, что мы либо оттолкнемся и пойдем еще ниже, либо же мы сменим тренд и перейдем уже в структуру более восходящую. Здесь у меня два ориентира, да, это вот средняя, это линия в нисходящем канале, который у меня прорисован, и вот этот уровень смены тренда, к которому мы подбираемся, да, и насколько он будет сильным для того, чтобы его смогла цена пробить, чтобы лонгисты там или быки победили медведей, ну, здесь уже нужно будет следить за объемами и за другими метриками. Но пока мы не пробили вот эту вот линию, да, уровень смены тренда, как у меня обозначен двоечкой, я считаю, что мы можем еще побыть в шортовой ситуации. Так это или нет, мы увидим. Но поскольку у тебя был прорисован определенный канал, да, насколько я понимаю, где-то в районе
12.163 у меня показывает на 4 часах, что можно было бы прорисовать канал. И можем опуститься ниже к твоим целям, если не ошибаюсь, 11.8, там что-то такое. Мы же понимаем, что мы же можем набраться сил благодаря тому, что идет отскок, и будет интерес серьезный покупателя, особенно если биткоин при такой доминации пройдет, то мы можем опять же сделать нечто подобное и пойти вот сюда, а может быть потом еще выше и дальше, в зависимости от того, как будут развиваться события. И это уже я поставлю зеленым. Потом мы посмотрим. Но все-таки я больше склоняюсь, что мы еще оттолкнемся от этой линии. И опять же, почему? Что на сегодняшний день по метрикам настроение более шортовое, как минимум на 15 минутах, нежели лонговое. Если взять, посмотреть за 4 часа, то все равно шортисты преобладают. Поэтому пока мы не будем делать никаких выводов. Пятница, да, такой день знаковый, где мы можем получить как в одну сторону реакцию, так и в другую. Поэтому подождем, до стоп-лосса ты не достал, сверху граница, и у меня есть снизу цель, которая, в принципе, подтверждает то, о чем ты говоришь. Тогда оставляем сделку, как она есть, и наблюдаем за ней. Мы рассматриваем просто экспериментальную сделку, то она как бы должна закрыться и подтвердить либо наше, что предположение было верным, либо опровергнуть и выйти по стопу. И это, в принципе, работа любой сделки, хотя есть правило иногда, что если ты видишь, что идет против тебя, то нужно выходить из сделки. И здесь я бы сказал, что пробитие какого-то уровня было бы подтверждением, что сделка идет против тебя пока. Ну, знаешь, первый блин может быть комом, и давай посмотрим на это. Вернуться к биткоину, что в нем осталась та же неопределенность, и здесь у нас точно так же, как и на линке, да, мы зажаты, и опять же мы сейчас вообще посерединке между вот этими линиями зажать, между которыми мы зажаты. Пока тенденция, видишь, нисходящая, и я сейчас посмотрю, что у нас по позициям шортисты против лонгистов на биткоине, и исходя из этого будем строить какие-то ожидания. Похоже, я смотрел по эфиру, и там было преобладание все-таки еще пока шортистов. Да, у нас на 4 часах практически 50 на 50, а если перейти на 15-минутку, то все-таки шортовая позиция. Поэтому давай пока, возможно, шорт будет до 83, да, и тогда вполне линк может сходить к твоим целям. Вот такой будет у меня такая аннотация. Отлично. Спасибо большое. Тогда уже встретимся завтра. Ну а вы, любимые наши зрители, делитесь своими комментариями, ставьте лайки, подписывайтесь. И до завтра.